Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Давно не виделись, потому что я сейчас работаю над своей новой книгой, она будет посвящена мозаике крючком. Она будет больше, объемнее, чем первая книга. В общем, я над ней работаю уже больше года, и там будет много всяких экспериментов и по структуре полотна, и по фактуре, и по узорам. Но вы увидите все сами очень скоро, а пока что хочу вас познакомить с одним из таких моих экспериментов. Как вы знаете, я большой фанат работы с цветом, и особенно в мозаичном вязании крючком это получается очень неожиданно часто. Вы, наверное, сами сталкивались, когда вот вы держите в руках два мотка пряжи, это одно, а в вязаном полотне они могут лечь совершенно по-другому, а в мозаике это вообще непредсказуемый результат. Так вот, смотрите. Вот давайте сначала посмотрим на вот этот вот элемент. Я давно хотела связать мозаикой какую-то вложенность, то есть когда одна фигура вписана в другую. Ну, это вот такой классический вариант, да, то есть мы видим здесь квадрат, можно считать, что это ромб, он вписан в другой квадрат и еще в один квадрат, и получается такая вложенность, которая дает такой объемный эффект, то есть внутренний вот этот квадрат, он как будто немножко выпадает из рамок, и получается, что он как бы над ними лежит. Ну, такой приятный 3D-эффект, который можно либо дополнить цветом, либо, наоборот, понизить цветом. Что я решила сделать в этом мотиве? Ну, да, еще важно сказать, что у нас внутри квадрата есть еще такой классический геометрический рисунок, но поскольку он симметричный практически, то он отлично ложится в общую геометрию. Так вот, я решила взять секционно окрашенную пряжу. Как вы видите, вот все цветные отрезки, которые вот здесь есть на этом мотиве, это один моток. Это секционно окрашенная пряжа, и к ней в компаньон я подобрала молочный. Ну, я бы даже сказала, что он светлее, чем молочный. Давайте будем считать, что он белый скорее, чем молочный. Слишком яркий. Во-первых, почему я взяла именно такую секционно окрашенную пряжу? Очень просто. В мотке она выглядела великолепно. Ну, и вы, наверное, догадываетесь, почему, потому что, когда моток скручен, я в середине увидела там вот фиолетовые оттенки, охра, такой вот красноватый, потом какой-то темно-фиолетовый, мне очень понравилось. Я не знала, что дальше вдруг попрет какой-то вот такой вот зеленоватый, потом какой-то такой вот еще цвет. Я не знала, что будет вот этот вот адский оранжевый для меня. А главное, что я не подразумевала последовательность этих цветов. То есть мне никто не сказал, что вот здесь вот фиолетовый будет рядом с красным, а вот этот оранжевый будет рядом с фиолетовым и так далее. То есть когда я вязала центр этого элемента, мне еще было более-менее ничего. Но как только поперли вот этот голубой, например, здесь вот, пошли неожиданные для меня цвета, мне уже начало потихонечку плохеть. Но сейчас мы до этого еще дойдем. Почему я выбрала эту секционно окрашенную пряжу? Понятно. Почему я выбрала к ней такой компаньон? Потому что мне хотелось, во-первых, показать все эти цвета яркими. В данном случае белый цвет как бы еще больше их выталкивает на поверхность. Ну и кроме того, я была уверена, что белого цвета в этом мотке нет. Стало быть, для мозаичного вязания это очень важно. У меня бы не было вот этих вот цветных пятен, когда бы цвет компаньона столкнулся с цветовой секцией в секционно окрашенной пряже. Я так делаю всегда. То есть если я не уверена, какие именно оттенки у меня в секционно окрашенной пряже есть, то я беру очень светлый цвет к ней в компаньоны, чтобы точно виден был рисунок. Более того, я расположила цвета именно таким образом, чтобы вот центральный элемент у меня был цветным, да, секционно окрашенным, вот этот вот центральный элемент, и располагался бы он на белом фоне. Можно, как вы догадываетесь, было сделать и по-другому. То есть секционно окрашенные части могли бы быть фоном, а на этом фоне уже единоцветный белого цвета была бы фигура. Но я это попробовала вот на другом образце, мы сейчас его тоже внимательно рассмотрим. Итак, к самому мотиву у меня вообще вопросов нет. Значит, я вязала его из центра, очень красиво получилось. Он получается самодостаточным и как для подушки. Размер можно подогнать, исходя из желаемого вами, да, наволочки. У меня, например, вот этот подойдет для наволочки 30 на 30, я сложу конвертом. Кстати, давайте посмотрим, что будет, если я сложу конвертом. Как интересно повернется рисунок. Вот так, смотрите, будет прекрасно. Будет еще такая кайма, как будто так и задумано. Замечательно. Вот такая у меня будет подушка 30 на 30.
Это тонкая довольно-таки пряжа. Я вязала ее 4-м крючком. В пряже, по-моему, 290 метров или 300 метров в 100 граммах. Я взяла 4-м крючком, но вот получается мотив для подушки 30 на 30. Если взять нитки потолще, крючок потолще, соответственно, уже подойдет под подушку большего размера. Если взять наоборот тоньше нитки и тоньше крючок, то можно было бы связать 2 половинки для подушки и сшить их. Кроме того, этот мотив можно было и дальше продолжать вязать из центра. И тогда будет большое полотно, просто разделенное на такие квадраты. Можно вязать и по прямой, но тут весь, конечно, кайф в вязании из центра. Еще технический момент скажу сразу, что я вязала, соединяя в углу. Вот здесь вот у меня шов. Вязала как раз тем способом, когда, вот мы с вами обсуждали недавно в чате, когда в углу провязываются 3 столбика. То есть я провязывала 3 столбика без воздушных петель, и потом в средний из 3 столбиков вязала опять 3 столбика в следующем ряду. Прошу прощения. Зачем я именно так делала в углах? Затем, чтобы, во-первых, соединять в углу, а не в середине стороны. А во-вторых, чтобы у меня углы были ровными. Все-таки для этого рисунка важно, чтобы углы были ровными, чтобы элементы, расположенные на углах, не отличались от тех, которые от таких же элементов, расположенных по сторонам. Поэтому я выбирала именно такой способ соединения углов. Итак, что напрягает меня именно в цветовом решении? Ну, как я уже говорила, я была не готова к такому переходу цветов, но проблема даже не в этом. Если вы приглядитесь, то в этой секционно окрашенной пряже очень короткие секции. Хотя кажется, да, что вот здесь вот, например, охра и оранжевый цвет, секция будто бы длиннее, чем вот здесь вот этого невразумительного зеленого цвета. Но на самом деле это связано с тем просто, что здесь меньше петель, здесь петель больше. То есть чем дальше мы продвигаемся, количество петель увеличивается, и секции ложатся на меньшее количество сантиметров. И визуально получается, что вот эти короткие секции разбивают рисунок. Он перестает быть цельным и единым. То есть вроде бы да, но вот эта вот полосатость, она немножко мешает взгляду, особенно вот здесь вот. То есть вот эта вот полоска сильно разбивает этот элемент. То есть глаз уже не воспринимает его как единое целое, хотя должен, то есть предполагается. Вот этот элемент единый, хотя тоже из-за этого вот нежного перехода здесь к более оранжевому оттенку, скорее глаз захватывает вот такой элемент, да, то есть без вот этих вот его острых кончиков, что тоже плохо, то есть это мне не очень подходит. И к этому нужно быть всегда готовым. Вот здесь, например, тоже, да, вот этот вот зигзаг, который окаймляет наш ромб, хотелось бы, чтобы он тоже был единым, но из-за того, что в нижнем ряду это был еще фиолетовый, а дальше он перешел уже в оранжевый, вот этот наш зигзаг получился таким немножко разбитым, как и здесь. Здесь вообще вот этот вот переход цвета пришелся на угол. Здесь получше. Здесь цвета более-менее плавно друг к другу переходят. Вот на этих линиях тоже слишком резкие переходы цвета, немножко ломается линия. То есть непонятно, почему она здесь начинает так прерываться. Ну, то есть понятно почему, потому что так ложились цвета. То есть нужно быть готовым. Если вы вяжете секционно окрашенной пряжи с короткими секциями, нужно понимать, что если у вас именно цветные секции будут в основе рисунка, то есть вот не фоном, да, а именно основным рисунком, то он может сломаться. И, конечно, такое буйство красок, особенно на белом фоне, слишком бросается в глаза, и я пока не знаю, куда бы я могла такую подушку приобщить. Впрочем, она все равно будет участвовать в фотосессии для новой книги. Посмотрим, как мы сможем там встроить ее в интерьер. Ну а теперь давайте рассмотрим второй пример. Схема абсолютно та же. Я даже здесь оставлю вот так краешек. Рисунок абсолютно тот же. Но здесь я решила поступить наоборот. Я взяла в качестве основного рисунка, не фонового, я взяла однотонную нить, в данном случае черную. А ей на фон подложила уже секционно окрашенную пряжу. Вот посмотрите, какой эффект. Сразу скажу, я балдею всегда от черного цвета. Хотя про черный цвет нужно понимать, что работать с ним очень тяжело. Петель практически не видно.
А крючок так и норовит захватить не ту нить, которая нужна, поэтому вязание с черных ниток чревато, конечно, ошибками. Поэтому будьте к этому готовы, будьте осторожны, не бойтесь, но просто будьте готовы к тому, что придется иногда распускать и перевязывать какой-нибудь ряд. Черный цвет, конечно, очень красиво смотрится с подходящими оттенками. В данном случае я подобрала секционно окрашенную пряжу, в которой есть и охра, и оранжевый, и ярко-желтый, потому что они на черном очень красиво смотрятся. Я волновалась, как будет с черным сочетаться фиолетовый, и боялась, что будут цветовые такие затемнения. И вот как раз на центр мне выдался темно-фиолетовый, больше... Нет, потом он еще вот здесь где-то повторялся, да. Вот этот темно-фиолетовый с черным мне показалось, что темновато, хотя сейчас я смотрю вот через экран, и, рисунок виден, все в порядке. Вот та самая центральная фигура здесь имеет четкие очертания, которые мы с вами рассматривали вот здесь. Из-за вот этих оранжевых уголков она как будто немножко была срезана. Здесь она имеет четкие очертания, то, что и нужно. И в дальнейшем здесь меня совершенно не смущают цветовые переходы, хотя это тоже секционно окрашенная пряжа с короткими секциями, но здесь они меня не смущают, потому что они легли на фон, и получается, что как бы фон такой немножко переливающийся, и ничего страшного. То есть даже вот эти какие-то отрезки, которые, казалось бы, ломают рисунок, вот как они ломали здесь, но из-за того, что это фоновая линия, и пусть она такая будет полузеленая, полуоранжевая, полужелтая, ничего страшного. Конечно, еще повторю, играет черный цвет здесь, потому что черный цвет отлично очень контрастирует с этими элементами и такой придает дополнительный объем рисунку. Мне, к сожалению, не хватило секционно окрашенной пряжи этой, чтобы завершить весь элемент. То есть на внутренний элемент мне хватило, но чтобы увидеть вот эту вложенность, мне уже здесь не хватило. Но я хотела показать и вам, и себе, хотела поэкспериментировать именно, что мне больше нравится, когда основной элемент все-таки однотонный или, как здесь, он секционно окрашенный. Я пришла, в общем-то, к понятному выводу, что, конечно, все зависит от пряжи. Бывает, например, пряжа очень красивая, с красивыми длинными секциями, и тогда имеет смысл ею вязать, конечно, основной рисунок, тогда он очень красиво будет вот так вот плавно расходиться. Если пряжа с короткими секциями, все-таки я предпочитаю ее пускать на фоновую подложку, чтобы там она переливалась, меня это тогда не будет никак заботить, и основной рисунок тогда не сломается. Итак, я теперь хотела бы, чтобы попробовали связать этот элемент вы, этот мотив. Я вам в описании к этому видео приложу ссылку на схему. Схема универсальная. Схему можно вязать, можно остановиться на квадрате, а можно вязать дальше. Вяжется она из центра. Но если вам захочется вязать по прямой, да, вы хотите, например, плед связать из таких вот квадратов по прямой, я вам приложу ее и по прямой тоже. И, конечно, мне будет интересно, чтобы вы тоже поэкспериментировали. Если у вас есть возможность связать такие элементы с использованием секционно окрашенной пряжи, сделайте это, покажите в чате. Будет очень интересно посмотреть, чем больше примеров мы увидим, тем лучше. Может быть, у вас есть секционно окрашенная пряжа с длинными секциями, берем ее. Возьмем ее на подложку или возьмем ее на основной рисунок, как хотите. Или у вас есть тоже короткие секции. Давайте попробуем, может быть, у вас не такие кричащие, как у меня здесь, и получится что-то как-нибудь по-другому интересно. Если ниток немного, возьмите потоньше крючок и свяжите хотя бы, не знаю, внутреннюю часть, да, хотя бы небольшую, просто чтобы понять, как будет играть рисунок. В общем, в любом случае, любые ваши попытки, любое ваше участие в этом проекте я приветствую. Создам отдельный чат, будем выкладывать туда работы и посмотрим, у кого что получится. По поводу соединения, давайте я вам покажу, собственно, как я это соединяла в углу, чтобы у вас не возникало вопросов, если вы захотите вязать так же. Итак, еще один способ соединения мозаичного квадрата в углу. Покажу вам с самого начала. Значит, для этого способа я пробовала сначала вязать, как мы обычно с вами вяжем, в начальное кольцо набрать столбики, воздушный столбик. Но потом стало понятно, что проще для такого способа набрать сразу 8 столбиков без накида в кольцо. Так часто вяжут классическое вот начальное кольцо без воздушных петель. То есть я набираю здесь 8 столбиков без накида в кольцо. Вот, набрала 8 столбиков.
вытягиваем петлю. Мы сейчас будем соединять так же, как мы с вами соединяем обычно при круговой мозаике. То есть мы вводим под обе дольки первого столбика крючок, накидываем на нее петлю, вводим ее назад. Проверьте себя, проконтролируйте, что у вас здесь 8 петель. Дальше нить рабочую подтягиваем. Меняем цвет, как обычно мы делаем в мозаике, в каждом ряду, если только это не рельефная мозаика. Кстати, рельефная мозаика оказалась очень крутой, но это я вам потом расскажу. Так, протягиваем вот нить контрастного цвета через петлю. Здесь ее опять же подтягиваем. Все, перешли на другой цвет. Дальше смотрите, вот у меня первый столбик. Вот он, вот его две дольки. Значит, что я делаю? Я сейчас вяжу одну воздушную. Дальше я тут хвостик придерживаю, чтобы его сразу обвязать. В заднюю стенку этой петли первой я провязываю раз столбик без накида и 2 столбика без накида. Если вам проще с маркерами, то повесьте сразу вот на этот первый столбик маркер, чтобы потом понимать, куда соединять. Связали 2 столбика. Дальше в следующую петлю 1 столбик. Все время в дальнюю стенку. В следующую 3. Следующую 1 опять. Дальше снова 3. Как вы уже догадались, наверное, там, где мы вяжем 3 столбика, это наши углы. Обычно мы вязали столбик, воздушный столбик, а при этом способе мы вяжем сразу 3 столбика. В следующую петлю снова 1 столбик. И в следующую 3. Это у нас третий угол. Провязали. Вот у нас тут последняя петля в ряду. Ищем у нее дальнюю стенку. Провязываем за эту дальнюю стенку. И теперь вот у нас первая петля. Вот она. Мы в нее провязали 2 столбика. Помните, мы с этого начинали. В нее же вяжем третий. И теперь соединяем, вынимаем крючок из петли. Вот я говорила вам про маркеры, да, вот первый столбик наш провязанный, под него заводим под обе дольки, точно так же, как мы делали в первый раз, крючок, и утягиваем нить назад. Что это нам дает? Это нам дает соединение в углу. Как мы с вами делали, когда мы провязывали, помните, с вами столбик, 2 воздушных столбик. Но чем плох мне для данного мотива тот способ? Тем, что в данном мотиве мне нужно иметь на углах ровные полоски, иначе будут видны вот эти диагональные линии. Чтобы были эти ровные полоски, мне нужно провязывать углы тоже за дальние стенки, то есть не под арку, а за дальние стенки. И такой способ возможен провязывание углов за дальние стенки, либо когда мы соединяем в середине, но я люблю больше в углу, поэтому в итоге я осталась на этом способе. Итак, что мы делаем дальше? Вот мы в углу находимся, возвращаемся к первому цвету, подтягиваем нить, и вот посмотрите, вот у нас 3 столбика в углу, мы будем всегда соединять в средний, и начинать тоже будем с него. То есть сейчас делаем воздушную петлю и провязываем в него, в этот средний столбик, 1, 2 столбика. Провязали. Дальше вяжем по схеме, что у нас там должно быть. Ну, я сейчас вяжу просто столбики без накида. Дошли до средней петли второго угла. Теперь в нее провязываем 3 столбика. Провязали. Снова идем по стороне. Дошли до следующего угла. Если, опять же, удобно помечать эти средние петли маркерами, то делайте это, чтобы не перепутать, в какую именно петлю провязывать. Помните, что количество петель по сторонам должно быть одинаковым. Это дополнительный контроль, помощь, чтобы не ошибиться. И последняя сторона. Вернулись к первому углу, помним, что мы в него провязали уже 2 петли, значит, надо сделать завершающую петлю. Провязали завершающую петлю
и соединяем. Важно тоже, соединяем в среднюю, вот она, да, то есть не в первую, а в среднюю петлю на углу, так в ту, которую мы провязали первой. Вот что у нас получается. Вот здесь мы соединяем в углу, и вот получаются такие ровные углы. Что нам это дает потом? Что когда нам нужно будет опустить столбик с накидом по рисунку вот сюда, прямо в первую петлю, вот под первую, да, первую у нас вот, а под ней, смотрите, вот она, перемычка эта. Вот она, вот она. Вот. То есть мы сможем прямо сюда, под вот эту первую петлю, отпустить столбик с накидом, и это позволит нам здесь на углу получить ровный, четкий элемент такого же размера, каким он будет и по сторонам. И еще обратите внимание, поскольку у нас здесь в углу одна петля, в которой мы провязываем 3 столбика, да, то у нас здесь одна перемычка. И если вам нужно, например, на этой стороне связать в первую петлю столбик с накидом и на этой, то вы вяжете в одну и ту же, вот в эту перемычку. То есть вы сначала здесь ее захватили, вяжем, 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 и потом здесь же опять ее захватили. Тогда у вас получится здесь вот такой красивый угол. По схеме вам там будет все видно. Имейте в виду, что на схеме как раз у вас будет пронумеровано, то есть вот угловые цифры, которые будут по диагоналям там обозначены, они будут обозначать как раз этот средний столбик, средний из 3, вот один. То есть на нем будет стоять как раз цифра, первый столбик будет следом за ним, то есть вот первый, второй и так далее. А он будет обозначать как раз вот этот вот средний столбик. Ну, вы это увидите на схеме. Очень хочу, чтобы вы попробовали. Если у вас нитки есть прямо сейчас, хотя бы немножко, попробуйте и этот способ, и ту схему. Особенно, если у вас есть секционно окрашенная пряжа, будет очень интересно посмотреть, как там все ляжет. Ну, а я желаю вам, как всегда, здоровья, приятного вязания. Все, пока-пока.